Сегодня у нас 1 мая, в Козероге убывающая луна. Мы собираемся высадить оставшиеся, вот это мартовские томатики были посеяны. Вот они 17 марта и 8 апреля они были пересажены из таблеток вот в эти маленькие горшочки. И достаточно таких неплохие. Вот, не сильно высокие, носить удобно. Ну а вот это 4 марта, это уже побольше. Видите, 22 марта с таблеточек у маленькие горшочки были переложены, а 8 апреля уже в такие литровые. Ну и мы вам показывали уже посерединке, можете посмотреть, вот сразу были высажены. Это вот высажены были в литровые, а это было в 2-литровые. Смотрите, мы их уже высадили, от холода прятали. Вот сегодня я уже частично полив сделала, о поливе будет отдельно тема. И разница, видите, какая? То есть можно несколько растений, для того, чтобы получить очень раннюю продукцию, можно высаживать сразу большие горшочки. Но если в квартире мало места, тогда нужно вот таким образом позже и в маленькие горшочки, потом перевалка в чуть большие горшочки. И таким образом можно сэкономить место, сэкономить и время, потому что мы занимаемся выращиванием, смотрите, это 17 февраля, ну вот они цветут уже вяжут, а вот эти мартовские 17, разница месяц. Вот если нету теплицы, если нету возможности вот так переносить, то нужно обязательно использовать вот этот метод, лучше позже, и вот таким образом высаживать и не переливать, и не сильно их, и в принципе их и не удобрять. Ну вот мы сегодня 1 мая, сейчас уже всю оставшуюся рассаду высадим. Температура почвы на глубине 20 сантиметров идет 22 градуса, очень тепло. У нас лето, на улице 26, здесь 38 было днем. Вот такая температура хорошая, замечательная. Растения вообще не понимают, что творится, но нам уже пора высаживать. Оставшиеся томаты сейчас мы проведем высадку. Рассада, видите, большая, высокая. А, интересно, сейчас меряем, сколько же здесь сантиметров ее высота. 33 сантиметра. Высоченная. Ну что, здесь, кстати, мы от стеночки высаживаем на расстоянии 40 сантиметров. Здесь достаточно света с одной стороны и с другой. Поэтому что мы делаем? Отмеряем от самого растения. Вот 40 сантиметров. Делаю себе такой значочек. Вот. И, как всегда, у меня подготовлена мука мясокостная, рыбная и обязательно еще кормовые дрожжи. Ну и еще добавляю наши любимые помидоры. Привезли дерновую землю немного. Я им тоже сюда же добавлю, чтобы было и мягенько, приятно корешочком. Вот. Земля хорошая. Вот. Еще кое-что, вот зеленая масса не переработалась. Но это в процессе уже мы обработаем. Сделаем дальше, что мы покажем, что мы будем делать. И все будет нормально, постепенно будет получать растение. Итак, мне нужно вот здесь, чтобы была верхушечка. Вот так вот. Значит, растение будет вот здесь. Я знаю, что они все время корнями, все время, когда выкапываем, уже вытягиваем, корни по всему периметру теплицы. Потому что везде есть еда. Так, значит, вот здесь получается очень хорошо. Теплая такая хорошая земелька. И сюда же вот это все, что есть, все сюда. Прекрасно. Потом я буду это все выравнивать. Видите, еще мокрая была. Ну вот это мне как раз вот эти плотные камушки подходят. Что я завтра их вот так выставлю, а завтра они уже будут ровненько стоять. Вот так 40 сантиметров друг от дружки мы высаживаем. Вот так вот легонечко, не сильно прижимаем. Вот так. Поехали дальше.